Привет, ребята! У нас сегодня понедельник, 19 мая уже. Весна подходит к концу. А на рынке у нас началась какая-никакая коррекция. Давайте посмотрим на эфир. Я вчера одни путы закрыл вот на этой сопле. Да, и началась коррекция. Но опять же коррекция, вот здесь канал какой-то был. Да, и мы в нем ходили. Хоть мы здесь соплю и оставили, но зашли опять в него, опять вниз. И сейчас вот как бы не очень-то это все понятно выглядит. Но у меня еще остались все равно путы и колы другие. Но как бы мы еще с вами тут рупор рисовали. Да. Поэтому смотрим, наблюдаем. Но вообще как бы напрашивается коррекция. Да, я здесь еще колы, наверное, вот здесь где-то буду брать, да, когда мы сюда дойдем. Там 2200 пробовать, хотя и рановато. Ну, потом, если что, будем добирать. Если доберемся до 1900. Пока понедельник. Блин, все движение почему-то вот в 3 часа ночи бывает. Да, причем я заметил часто. В 3 часа ночи как бы начинается движение в обратную сторону. Ну, просто неудобно вот это торговать. То есть надо либо до 3 не спать. Но если там по фьючам, ладно, еще ты там открыл позицию, там поставил стоп, там лег спать, да, в 3 часа. Ну и тейк какой-то выставил. То с опционами здесь сложнее. Ты, конечно, тоже можешь от ложки накидать. Но тебе, во-первых, надо знать цену, там, да, допустим, в определенной точке. Ну, то есть по времени не знаю, как это какого-то бота надо писать, допустим, чтобы он по времени просто покупал и продавал. А не спать как бы всю ночь, ну, тоже такое себе удовольствие. Ну, можно статистику посмотреть, да, там, допустим, сколько раз переворачивались мы там в 3 часа, да, сколько раз не переворачивались и шли дальше в ту же сторону. Ну, кому интересно такой небольшой лайфхак, можно посмотреть вот эту статистику, потому что частенько ночью бывает в 3, в 5. Азиаты, в общем, балуются, наверное. Так, ну что с эфиром? Эфир вроде обсудили. Потом посмотрим карту ликвидации. Да, вот здесь вот хорошо пролили. Я, честно говоря, думал, что мы отретестим. Ну, в принципе, так и отретестили. Только я думал, что мы вот сюда куда-то придем. Ну, мы сходили чуть выше, но ничего страшного. Сейчас будем смотреть. Я за коррекцию. Вот куда? Отсюда, наверное, я еще буду вниз набирать. Какие-то путы, если мы сюда вот дойдем. Потому что пока как-то надо время. Давайте, что, понедельник утро. Ладно, давайте посмотрим биткоин. Биткоин. Биткоин вот вообще, кстати, интересно. Эфир-то пролился вниз, да? Выбил вот эти вот все стопы. Это вот на биткоине была вот эта свеча. Вот. А биткоин-то здесь тормознулся. Да, и пошел выше. Получается, до 107 он дошел и только отсюда отвалился. Биткоин где ловить? Где ловить мы с вами обсуждали уже. Так, в принципе, уровень нарисовал. Вот раз, но скорее всего вот два. Куда-то сюда он, наверное, пойдет. В теории. Можно еще вон палочки порисовать какие-нибудь. Ну, вот так вот, если мы нарисуем. Нет, так не рисуется трендово. Ну вот так. Не знаю, что оно нам дает. Нарисовать эти картинки можно сколько угодно.
Иногда они, конечно, отрабатывают, да? Может случайно, может нет, потому что все то же самое рисуют. Да, как здесь. Прикольно же. Здесь считаю, что он как по линейке шли. Ретест. Вон еще один. Ретест. И пошли. Ну, биткоин-то хорошо вот сходил, да? И получается, со 107 все равно, наверное, доминация опять растет. Со 107 до 102 на 5 баксов. Нормально. Еще на 5 вниз. Еще на 10 надо. Ну, логично, как предположить, да, если мы вот из этого накопления как бы вывалимся, то мы окажемся, скорее всего, вот здесь. Как минимум. Да, где-то середина здесь. Ну, где-то, да, здесь вот и есть там 94 объем максимальный. Навряд ли сразу нас сюда повезут, хотя как бы почему не повезут, как бы вверх же нас везли, там похрену на все сопротивление было. Да, возили же нас. Вот и здесь мы не скорректировались, хотя здесь вот большое сопротивление было. Да, и здесь мы пошли без всяких коррекций. Поэтому фиг знает, может и движение будет такое. Сюда, такой же соплей. Навряд ли. Не думаю, думаю, все-таки 90 где-то нас сдержит. 93, 91. Так, ну давайте посмотрим на эти. Так, это не то. На ликвидации. Для интереса. Что у нас здесь на эфире? А что, набрали, конечно, тоже шартов-то. Да, помните, как-то один день был, когда мы вот только выросли. У нас здесь внизу была куча ликвидности. А вверху не было почти ничего. А сейчас вот набрали шартов. На 4 ерда. На 7 дней. Ну, уф. Да. Ну, тоже опять же на это смотреть. Мы когда росли, тоже смотрели. Смотрели, толку от этого было никакого. Вот. А по биткоину лонгов целая вон куча. По эфиру по-другому. Да, вот до 92 16 миллиардов, а вверху 4. Здесь 114, 6, 6, 5. То есть я понял, почему они показывают вот нам такую картинку. Да, разные значения по дням. Я так понимаю, что все зависит от срочных фьючерсов. Ну, как бы это самое логичное объяснение. Других я пока не вижу, потому что на Bybit есть, на OKX и Binance не знаю, но наверняка есть. Это которые не бессрочные, а которые с определенной датой истечения. И поэтому может такая разница в цифрах получается. Так, ладно. Все, ждем развития событий. Всем пока и хорошей недели.